Это одна из лучших короткометражек, что я видела за последнее время, в которой, к тому же, просто куча слэшей. Ей! Baby, when you hold me, I rather lost my senses than be lonely. 'Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will kill me as long as I got you. Hi guys, hello, Rainby here. Привет, ребят, с вами снова Rainby, и сегодня наконец-таки я уже решила рассказать вам пару слов о короткометражке The Last Time I Saw Richard, или Последний раз, когда я видела Ричарда. Наткнулась на данный короткий метр случайно и ни капли не пожалела, потому что это кинематографическое творение шикарно. Тут есть две мои любимые вещи: хоррор и радужная тематика. От последней, правда, можете не ожидать слишком многого, так как тут не было даже ни одного поцелуя, зато парниши пообнимались во сне, и Ричард побыл маленькой ложечкой. Разве это не мило? На удивление, хоррор-элементы тут даже пугают, но я говорю сейчас не о том мальчике с пустыми глазницами, в которых сквозь черноту были видны обычные глаза. Хотя бы демонические линзы б ему дали, что ли, или подправили все на постпродакшене в Sony Vegas или After Effects. Да хотя бы в фотошопе замазали, и да, я придираюсь. Спасибо, что заметили. Сюжет короткометражки происходит в 1995 году, когда Джона попадает в дурку из-за своей любви быть эдакой королевой драмы. Ведет себя парнишек в психушке как недоделанный принц, которого никто не в силах понять. Ну, знаете, среднестатистический, типичный подросток, которому хочется дать хорошего леща. Джона дерзит всем пациентам, ведет себя как последняя сволочь, такой альфа-самец. Я к чему это все веду? Просто так было смешно, притом не мне одной, когда Ричард обнаружил, что это зашкаливающим ЧСВ нечто. Типичная школа, вечно плачущая и демонстративно режущая руки, чтобы на него обратили внимание. Attention ho! В общем, в комнату к Джонни подселяется новый молчаливый загадочный сосед. Где же я видела подобный сюжет, который, как уже было до этого сказано, один раз застает Джону за этим самым. Наш принц бесится, истерит, бежит в их общую комнату, начинает рыться в вещах Ричарда, за что впоследствии потом получает. Что-то слишком часто в моих видео стали встречаться намеки на БДСМ, нет? Так, пэринг Джона и Ричард. Кинки... асфиксия? Есть? Вообще, не поймите меня неправильно, но говоря о нашем принце, мне одной вспомнилась просто тьма манги, где такие суперсамцы в итоге превращаются в типичных неко. Вот и тут что-то очень близкое к этому. Потому что весь фильм Джона провоцирует своего соседа по комнате, пока они более-менее не налаживают отношения. Но в то же время вы так посмотрите на этот образец мужественности. Да, порой у такого его поведения были свои веские причины, но все равно. Кстати, меняются отношения этих двоих, когда Джона узнает тайну Ричарда. Последний попросту не спит, потому что за ним вечно гоняется какая-то неведомая хрень, особенно когда парниша спит. В связи с чем каждый раз, когда это происходит, Джона защищает от всяких бяг нашего Ричарда. И это так мило выглядит. По поводу радужной тематики, тут походу все идет именно со стороны Джоны. Ну, всяко в жизни бывает. Как там русские переводчики переводили одну из фраз данного фильма? Один раз не дикобраз? Во-во! Заканчивается все в данной короткометражке плохо. Ну уж извиняйте, что очередная короткометражка с таким концом. Бывает. Тематические фильмы, они такие. Жизнерадостные. Смерть, неразделенная любовь, спид, изнасилование. Тут все заканчивается выпиской Джона из больницы, так как он якобы магическим образом исцелился. Oh, really? Честно говоря, вообще не могу понять, чего парни раздули из этого такую проблему. Да, выписка, и что с того? Джон это все равно мог потом навещать Ричарда. Это ж не тюрьма для опасных преступников, которых держали Юрис. Хотя, думаю, скорее разлад между парнями произошел по другой причине. Дело в том, что когда в очередной раз Джона решил защитить своего друга от ночных кошмаров, эти люди в черном поранили нашего бравого защитника. Кстати, после этого Джона, трясясь, заполз другу под одеяло, обнял его. Ричард тоже сквозь сон обнял друга в ответ. И так их утром нашла медсестра. Или кто она там. У нее, кстати, была просто шикарнейшая реакция на это все. О!
простите, что помешал. Я там за дверью постою, послушаю, подожду. Так вот, мне кажется, что Ричард испугался, что его кошмары могут повлиять на Джону и причинить тому серьезный вред. Просто внезапная гомофобия, боязнь прослыть би у меня вообще не вяжется с образом Ричарда. Буду рада, если вы напишите свое мнение по данному поводу в комментариях. Кстати, пока не забыла, некоторые люди считают, что демоны Ричарда — это своеобразное физическое проявление его болезни. Образ, символ. Ребят, мне все же кажется, что это просто какая-то демоническая ересь. В итоге все заканчивается тем, что Ричард, несмотря на то, как он избегал таблеток, снотворное это было или что там еще, смирился и снова сел на пилюли. Джона вернулся в школу вести там свое жалкое существование, а Ричард остался в больнице в окружении своих кошмаров наяву. И честно, я была бы намного более счастлива, если бы данная короткометражка началась с конца и плавно перетекла в хэппи-энд. А не так. Ричард спас бы Джона от суицидальных наклонностей, дал бы ему причину жить, а Джона, в свою очередь, спас бы друга от его кошмаров. I am out here alone, 'cause there's nobody left. I need someone to talk to, get this pain on my chest. All the bad things I've done and the people I've hurt. Wanna take that part of me and leave it in the dirt. Oh, I've been trapped in this darkness for far too long now. Wanna tear down the curtains, let the sun shine in. Won't you save, 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 save me? Won't you save, save, save me? Won't you save, 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 save me? Oh, save me, save, save me. Вообще, данная короткометражка — это попытка впихнуть невпихуемое в 20 минут. Тут нам рассказывают историю Джоны, Ричарда, историю их дружбы, о кошмарах Ричарда, и о кошмарах Джоны. Кстати, они у него тоже были. Джон рассказывает об этом своему доктору, что он видит мальчика в красной байке в лесу. Вначале я думала, что это происки Ричарда, потому что у него были какие-то схожие рисунки в альбоме, но вроде нет, потому что я буквально узнала об этом пару дней назад. Оказывается, последний раз, когда я видела Ричарда, это приквел к фильму, который вышел на Хэллоуин 2016 года, и который пока нигде нельзя найти в сети, только его трейлер. Новый фильм называется «Мальчики на деревьях». Действие там будет происходить 2 года спустя, в 1997 году. И там будет Джона. Думаете, там будет Ричард? Нет. Конечно же нет. Джон вообще станет каким-то супернатуралом, сфига вдруг. И речь там будет идти как раз о парне в красной байке. Кстати, в том моменте было похоже на прелюдию к поцелую, нет? Слэшер он такой, ему везде надо найти свое. Я просто не понимаю, как можно снять ЛГБТ-фильм, а затем делать его продолжение в виде гетто. Кстати, идея фильма «Мальчики на деревьях» пришла к режиссеру, походу, еще раньше, чем идея к фильму «Последний раз, когда я видела Ричарда». Потому что еще в 2010-м Николас Верце выпустил короткометражку «Полет», где парень Джона хотел научиться летать. И там уже мелькал этот парень в клоунской маске, и вообще сама идея о группе подростков в масках. В общем, как бы то ни было, я очень хочу посмотреть «Мальчиков на деревьях», узнать, кем был тот мелкий в красной байке, и что вообще за ересь у них в городе там происходит. Вокруг нас есть зомби, оборотни и прочая нечисть. А, да, и было бы неплохо узнать, кем были те дементоры в черных балахонах с потекшей тушью. Вообще, когда я первый раз увидела трейлер, я, естественно, сразу подумала, что Джона говорит о Ричарде, а не вообще каком-то непонятном левом персонаже. Did you ever let down a friend, Richard? Did you ever say that you'd be there for someone, and then you weren't? Да, и в новом фильме Джона тоже будет. Я подросток, меня никому не понять. We're teenagers. Nobody gets us. И как он вообще превратился в такого раскрутого парня из сопли, который он был в приквеле? В обоих приквелах! В общем, ребят, как-то так. Вроде все основное перечислила, если что вспомню, добавлю. Что-то по поводу суицид — это не выход, ребят.
ребят, понятненько. Не делайте этого, ладненько. Хотя, если это делают не ради встреч со смертью, и если это помогает человеку держаться и двигаться дальше, то я такое, чтобы таких людей осуждать. Ну а на сегодня это было все, ребят. Пока. Еще увидимся. Надеюсь, скоро.